Мы с Верой пошли в лес за таволгой. Будем делать желе из русской ванили. Мы сейчас ее будем собирать в корзиночку. Где корзиночка? Вот. Вот корзиночка. Будем рассказывать вам про травки и собирать их, да? Угу. Пойдем. Пойдем. Вот у нас на полянке растет таволга. Ее еще называют русская ваниль. Меня как раз просили показать, что именно мы из нее делаем. Сегодня у нас будет новый рецепт из таволги. Она вот такая пока красная, молодая, очень сочная, очень-очень ароматная и совсем не горчит. Видите, как она растет? Здесь вот полянка, там тростник дальше, здесь, видимо, заливной луг. И вот здесь полно-полно молодой свежей таволги. Некоторые не свежие, одна вот так. Да, мы собираем те, которые красненькие, вот такие вот, немножко красненькие, ладно? Собираем в корзиночку. Нам не нужно очень много. Мы вот возьмем пучок, да? Небольшой пучок. Нам этого хватит на вкусный-вкусный десерт. Таволгу называют русской ванилью за ее особенный аромат. Она пахнет миндалем, ванилью, солнышком, теплом. Я даже не знаю, как правильно описать этот аромат. Вер, чем пахнет травка? Ваниль. Ванилью пахнет? Мне кажется, вот есть какие-то горькие нотки миндаля. И сейчас весной, пока таволга еще молодая, вот такая вот сочная, свежая и не горчит, самое время ее собирать. А еще таволгу мы используем для выпечки в качестве ароматизатора. Берем что-нибудь кисленькое, например, ревень, щавель, кислицу, смешиваем ее со свежей таволгой и вот эту вот начинку заливаем тестом, как на шарлотку. Получается очень вкусный пирог с ароматом ванили, миндаля, такой кисло-сладкий с ярким ароматом. Обязательно попробуйте. Солнышко спряталось. Мы идем домой согреваться. Что-то мы легко сегодня оделись, да? С корзинкой таволги. Вкусно, да? Пахнет. Понюхай, как пахнет. Сильно? Сильно. Здорово. Таволгу мы принесли домой. Теперь ее нужно помыть. Отправляем таволгу в тазик и как следует моем ее. Слегка отжимаем и отправляем в емкость, в которой мы таволгу будем варить. Заливаем зелень таволги 2 стаканами воды. Также нам потребуется 1 стакан сахара, который мы отправляем прямо в траву. И также нам потребуется что-нибудь кислое. Если у вас есть лимон, можно взять треть лимона и отжать лимонный сок прямо в таволгу. Если у вас лимона нет, вы можете собрать какую-нибудь кислую травку, например, ревень, щавель или кислицу, и тоже отправить в сироп. Можно прямо вот так вот крупно нарезать ревень. Нам нужна именно его кислинка. А листочки можно отправить в салат, они очень вкусные. Теперь отправляем на плиту и увариваем сироп до того момента, пока он не станет золотистым. Вот так вот варится мой сироп из таволги. Нам нужно уварить его вдвое, чтобы у нас остался лишь 1 стакан жидкости. Пока сироп варится, в половине стакана воды замачиваем 10 грамм желатина. Пока оставляем его в покое и вернемся к нему позже. Если вы на этом этапе попробуете сироп, то он вам покажется божественно ароматно-ванильным, с таким легким миндальным послевкусием и с приятной кислиночкой от ревневого стебля. Я убавила уже температуру, и теперь у меня медленно-медленно будет увариваться сироп. Он почти прозрачный, такой вот слегка желтовато-розовый, что ли. Совершенно не горчит, потому что таволга молодая. Ну вот, наш сироп уварился. Теперь нам надо его процедить. Уварился он примерно в 2 раза. Процеживаем. Вот смотрите, какого цвета получился. И даем воде как следует стечь. Можно вот так вот отжать ложечкой.
И получаем вот такую ароматную красоту. Очень вкусно пахнет, очень вкусно, ванильно-ореховый, нежный травяной с кислинкой вкус. Запах потрясающий. Кстати, можно сделать сироп еще и другим способом. Вы точно так же варите таволгу с сахарным сиропом и с ревнем, а далее заливаете пучок свежей таволги вот этим вот горячим сиропом и настаиваете до его полного остывания. Теперь вот в этот готовый сироп, он чуть-чуть у меня остыл уже, не дымится, вливаем желатин, который полностью растворен в 50 мл воды. Вливаем и перемешиваем. У нас должно получиться, как вы поняли, обычное желе. Но это еще не все. Сейчас мы отправляем желе полностью остывать и застывать. Это нам нужно для того, чтобы перейти к следующему этапу. Я сейчас оставлю его просто на столе, а потом уберу в холодильник. Ну что, наш сироп с желатином вот в такой вот стадии, он застыл, но не совсем. Вот именно эту стадию нужно поймать. Если вы эту стадию пропустили, то нужно нагреть вот это вот желе в микроволновке. А пока взбиваем сироп с желатином миксером на большой скорости. Все, заканчиваем взбивать наш мусс из таволги. Посмотрите, какая нежная кремовая текстура получается. И сейчас нам нужно перелить его в чистую баночку. Сейчас у него кремовая текстура, но он должен плотно-плотно схватиться. Закрываем крышечкой и убираем в холодильник. Ну что, на утро мы вернулись к нашей баночке. Мы решили ночью не экспериментировать и не проводить пробу. Вот смотрите, такой у нас получился мусс, взбитый джем. Вот видите, он полностью застыл и не вываливается. Видишь? Стоит. Давай, бери ложку, будем пробовать. Это взбитый джем из таволги. Давай. Пробуем. Как пена. Как пена, да. Ну что, какой вкус? Вкус очень вкусный. Вкус очень вкусный. Давай, я тоже хочу попробовать. Пробуй. Очень вкусно. Взбитая пена. Очень необычная текстура. Можно, кстати, украшать тортики такой штукой. Я еще хочу. Еще хочешь? Ну давай. Волосы улетают, да? Вкус очень ванильный, нежный, такой с легкой кислинкой. Очень интересный такой светло-розовый мусс получается, который может храниться в холодильнике. Мы пробовали, проверяли до 2 месяцев. Вот прямо в баночке с закрытой крышечкой можно до 2 месяцев его хранить. Ну, собственно, такой срок хранения из-за желатина. Но мы его съедаем сразу. Какие там 2 месяца, у нас неделю не лежит в холодильнике. Из-за того, что вот он такой взбитый и нежный, он не приторно-сладкий, поэтому можно есть его вот так прям буквально ложками. Можно намазывать на печеньки, можно есть и просто так с чаем. Кусочек улетел, а я ложку просто попробовала. Надо попробовать из других растений. Мы, кстати, делали такой вот взбитый мусс из молодой майской хвои. Из еловой хвои надо попробовать будет еще сделать из сосновой. Получается такой лесной нежно-желтый мусс с ярким ароматом хвои. А вот травяной из таволги, из русской ванили, получается очень-очень нежный. Как будто добавили туда ванилин, как будто добавили лимон. Из-за ревня он с такой вот благородной, легкой, тонкой кислинкой. Поэтому однозначно пробуем.